Та-та-та-та-там. Доброго всем утречка. Морозного. 22 февраля. И если видно вам, вот там начинается рассвет. Если верить Гуглу, у нас сейчас 29 градусов мороза. Вроде все целое. А мы стоим уже часов 13, наверное. 8 час. Только-только начинается рассвет. Свежо там. О, на улице-то. Так, где мы с вами находимся? Шерловая гора. Фонарик. О, потеплело. Сейчас показывает, что у меня минус 27. Час назад показывала минус 29. Стою я уже, да, 12 часов 53 минуты. Ладно, потом повешу. Так, ну что, как наш автомобиль заведется, пока, если что, сосед не уехал. Направление ресивера понятно. Когда мороз, контрольные данные, стоп, напряжение КБ 23,8 с полоборота. Со второго оборота, ладно. Маша, подъем. Поехали работать. Начало Россия. Потерян сигнал GPS. Ищи раз потерян. Все. Качаем кислород. Ну и поехали потиху. Все, катается. Не примерз. Новенькие гонят, молотят, стоят. Так, сюда кирпич. Ладно, раз сюда кирпич, поехали вокруг стоянки объедем. Заодно потихонечку прогреем. Мороз же все-таки. У нас все на лобовике, как всегда. Так, что у нас? Какой план? План простой. Проехать 142 километра. Пока на мойку не едем. Сказали, еще будет у тебя время. Недвумысленно еще съездить. Едем на стоянку в Забайкальске, где будем ждать звонка загонщика. Они говорят, все равно приезжают, там машину осматривают. Короче, сказали, успеешь съездить на мойку, не парься. Единственное, что сегодня поедем, получим китайский дозвол сразу же.
же дозвол надо двухсторонний получить. Так, сзади никого. Не мешаю. Пока я тут буду потихоньку разгоняться, прогреваясь. Ну ладно, встречаем рассвет. Едем туда. Получим дозвол. Ну там разберемся. Я там получал его, знаю где примерно. Ну пока там еще заедем на стоянку, уточним все. Короче, погнали. Ждем солнышко. Китаю холодом грозя, стоит замерзшая борзя. Да? Знаменитое место, правда? Известное такое. На слуху. Я не знаю только, правда, как правильно. Борзя или борзя. Надо погуглить. Но как в этом поговорке в этой, там звучит борзя. Видите, до конца не оттопился. «26» показала на выезде. Ну, сейчас, кстати, 26. Днем-то тепло будет. Днем тут чуть ли градусов 7, наверное. Сейчас солнышко вылезет, все это дело моментом пригреет. Я подразумеваю так, ну это мои мысли, что, видите, еще пока никакой конкретики по Китаю у меня тоже нет. Это предварительно у меня как бы заезд завтра. Почему не мыться? Потому что, ну, возможно, вдруг что-то сорвется и будет, появится загрузка. Кстати, река Борзя или Борзя. Это. Может, найдется загрузка именно с этого. Чисто с Забайкальска. А моечка, ну, я так скажу, 2,5 рубля стоит Забайкальский. Мне так сказали, написали. Причем за наличку. Поэтому, может быть, и не сговорят, что заранее. Дозвол-то ладно, дозвол получу. Дозвол найдут потом, куда использовать. Это не проблема. А вот 2,5 рубля все-таки это 2,5 рубля. Хотя, конечно, как ты свои 2,5 рубля заплати, да отмой скитальца. Ну да ладно. Там потом вопрос разрешится. Если все-таки Китай подтвердят, то съездим, помоем. Если нет, тоже помоем. Но уже в Минске. Вот, 27. Борзе холодно. Ну не зря ж, говорит, Китаю холодом грозя. 27 градусов. Морозяка давит по ночам. Для этих мест тут люди привычные. Минус 40 идет, говорит, расстегнутый и кушает мороженое. ГИБДД направо. Так, что нам в магазин? Ну еще как бы рано, еще только без 5-8. Магазин, там Забайкальский, если что. Крутанем.
Стоять. Где-то здесь, по-моему, в Борзе. Дайте я посмотрю, чтобы это... Где мой телефон? Вот он. Нет, да, он. Сейчас мы загуглим. Борзя. Борзя, город в России. Борзя! Я извиняюсь. В Борзе. Чтоб это не получить от лингвиста. Здесь как бы вот можно уходить куда-то на Александровский завод и туда вот выехать в этот к Зимуровскому заводу. Мы там были в тех краях. Вроде бы здесь, если я не ошибаюсь, будет указатель поворот Александровский завод налево и все там. Здравствуй, бездорожье. Все-таки Борза. Ну а в поговорке, да, Китаю холодом грозя, стоит замерзшая борзя. А правильно, Борза. Будем знать. Дама в камуфляже. На службу, наверное, куда-то. Хотя мне почему-то хочется сказать борзя. Как-то, ну, борзя, когда так звучит, да? Борза. Ну, борза. Борзя. Но будем называть вещи своими именами. Только солидный городок. По районному масштабу. Районный центр. Там справа вон огромный элеватор, видать. Вам не видать, а нам видать. Пожалуйста, пожалуйста, переходите. И можете даже не перебегать. Что ж ты будешь делать? Вот поворот, да. Алекс-завод, Александровский завод. Вот 130 километров по бездорожью. Хотя уже, может, там автобан проложили, я не знаю. Раньше было бездорожье. Краснокаменск-то вот, который перед Забайкальском налево, если уходить, там еще километров 100, я туда вот 2 раза ездил. Там же шикарная дорога до Краснокаменска сделана. Была то же самое. Сейчас не знаю. Зеркала немножко отогреем. Что-то они подмерзли. Так, уже можно, наверное, автономку вырубить. То пока пустая, пока прогреется мотор. Видите, даже еще стекла не оттопило. Сейчас выедем за Борзю. Опять включу по максимуму. Пускай отогревает. Ветра нет. Полный штиль. Дымок. Люди греются, печки топят. Ну, естественно. Марьёс, Марьёс. А дым поднимается прямехонько вверх. Значит, полнейший штиль. Тут пока с погодкой фартит. А там, наверное, это школа. Очень похоже. То, что ночью морозится, это нормально. Зато днем он как хорошо. Еще немножко, еще чуть-чуть, и уже и ночью таких морозов не будет. Кто-то. Но здесь же эти тоже, да. Ну тут вот воинские части-то еще и действующие в округе. Не знаю, не так давно, что же я читал где-то, что здесь кто-то там какой-то солдатик
6 или 8 он там человек положил. Ну что-то много. В карауле с автомата. И офицеров там, и своих. Мне кажется, что вот отслужив в этих суровых местах, нормально, спокойно можешь считать, значит, толк в жизни будет от тебя. Это что, общаги какие-то, что ли? Соловьевск. Туда, направо. Что такое Соловьевск? Не Китай или это тоже еще одна дорога? Все, борза закончилась. Ставлю дальше отогревать стекла. Сейчас в очередной раз железку переезжаем. Почти приехали. 12 километров остается. Здесь вот уже справа, как это, железнодорожный накопитель или что? Станция железнодорожная. Здесь постоянно куча вагонов. Вот они здесь перецепляются, цепляются. Может, таможню проходят. Как бы вот уже почти мы на месте. Тут уже потеплело, видите, солнышко высоко, и уже 12 градусов всего. Такими темпами тут сегодня за плюс зайдет. Ну, плюс не плюс, но днем будет шикарно. Что-то в этот раз как-то немного тут составов стоит. Что тогда, когда ехал, так здесь было ого.
И это развязка на Краснокаменск. Тут сколько тут до него? Ну, соточка где-то. Меньше, 82 километра вот показывает. Туда я тоже ездил. И я еще туда из-за Краснокаменск ездил там куда-то. На рудники, в общем, урановые. Вот видите, они тут все стоят. Ждут своего часа. С лесом, с нефтью, с углем, совсем на свете пустые. Такой огромнейший. Ну, считайте, вот граница-то вот она уже за той сопкой. Сейчас просто что день. Если бы сейчас была, говорю, ночь, там было бы такое зарево впереди от Манчжурии. Матрешку, я думаю, будет видно. Видно ее с этой стороны. Вообще так светится. Сейчас, говорю, днем. Ну что, мы ее вечером посмотрим. Там просто вот весь горизонт был бы такой желтый такой, горящий такой. Там Китай светится по полной. Ну что интересно, вот да, вот он светился там, когда я был до 11. Потом почти вся иллюминация гасла. А в час ночи вырубали вообще свет. Света не было. И включали только в 6:30. Я помню, там в 6 утра проснулся, думал, в душ схожу. А душ, ну, бойлер. И нифига света нету. Ночью надо спать, нечего свет палить по ночам. И включили его только вот в 6:30. Дали электричество. Интересно так. Ну, такие какие-то там на улицу-то выглядывал в окошко так. Наверное, от генераторов, может, еще чего. Дежурные фонарики-то горели. Но все гасло. Может, это тогда так было. Может, сейчас по-другому, не знаю. Посмотрим. Пограничная зона. Вот тоже. Ну, тут он огромнейший, этот железнодорожный узел. Видите, тут и краны стоят, тут и выгружают, перегружают, что-то все делают. Серьезное здесь такое место. А, это только там составы. Вон, видите, сколько их здесь. Тьма тьмущая вагонов. Тоже ж своя какая-то ж процедура у них есть. Не то, что там приехал, поехал. Все же должны таможню пройти, все дела. Вот. Так что вот мы и добрались с вами до границы с Китайской Народной Республикой. Нихао! Нихао! Все, что я запомнил от поездки в Китай по-китайски, это здравствуйте. Нихао. Все, больше Никсферштейн. А там он, в принципе, и не надо, в той же Манчжурии. Они там по-русски шпрехают не хуже нас. Понятно, с китайским акцентом, но они совершенно не говорят по-русски. Но все понимают. Все они там понимают, все говорят. Нормально. Границу проходил там и с пограничниками китайскими, и с таможней. В всяком случае, мы друг друга понимали. Так, поедем сейчас, наверное, на стоянку сразу, да, заскочим. Автобусов столько кучкуется здесь. А, это стоянка. Вот сюда вот выгоняют. Потом приезжают перегонщики, забирают. Вот видите, тут территория огороженных. Тьма тьмущая.
Поедем на стоянку. Я помню, что дозвол. А вон, смотрите, мать моя женщина, сколько их там. Ой-ой-ой. Сколько там техники было. Да тут вообще всего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обалдеть, сколько. Их тут тысячи. Самосвалов этих. А здесь вагоны контейнеров. Да, торговля тут идет полным ходом. Так, вот это первая стоянка. Здесь народ стоит, ну поедем на следующую. Вот и Забайкальск. Следующее сейчас кольцо, потом там перед следующим кольцом, которое перед границей, там еще одна стоянка есть. Мы поедем туда. Вот люди, ну это здесь кто вот тоже погрузок ждут. Стоят. Джеймсик, он что-то там в одиночестве. Притаился. Въедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд. Второй, понятно, что второй, а не первый. Используйте второй съезд. Первый это в центр. Город. Говорю, про будку, ну, я не будка, а вот там, где дозволы получать. По-моему, там это перед границей это здание. Был я там, получал там дозвол. Сейчас посмотрим там на стоянке. Либо пешком схожу, либо съезжу на машине. Может, тягачом. Я не помню, правда. Там, по-моему, совсем недалеко. Если там какой километр-полтора, так можно и пройтись. Тем более погодка шепчет. Движение — это жизнь. Сколько здесь грузовиков. А там дальше, на той стоянке, там, наверное, вообще все битком будет забито. Вы превышаете допустимую скорость. Может и нет. Но то, что машин здесь много, так это факт. Да нет, наверное, битком. Вольво желтая в канале, нет? Да, и здесь я жду тебя. Ехай. Здесь вот слева тоже куча этих всех хова. Техники тьма тьмущая. Кто что, кто загрузку ждет, кто заезда в Китай, просто прицепы стоят. Светофор проехал на магазин, есть следующие ворота, тебе надо на них вправо поворот. Алтан, ну вот там куда-то вот сюда надо сейчас заехать, где-то здесь стать. Через 300 метров поверните налево, затем на
здесь найдем местечко, если оно тут есть. Перепроложить. Должно быть. Выполните разворот там, где это разрешено. Затем плавно поверните налево. Оп, что тут делается, да, все битком забито. Детрансы, вот как раз тут может рядом с детрансами или дальше туда поехать. Вы прибудете в Там конечный внутри пункт какая-то через тоже 100 стоят. метров. Поехали чуть дальше, там дорогу там получше стоять. Ну и Примум, Дженти, ну тут все. Стас, Дюша, Метелкин, Телсы. Все здесь. Может и наши где-нибудь даже стоят. Так, как становиться? Стать так, чтобы можно было спокойно потом выехать. Да, стоянка здесь огромная. Естественно, сюда, наверное, надо затолкать. Потом посмотрим, что тут делать. Может, расцеплюсь, тягачом съезжу. Ой. Ямы. Кого тут только нет. Как-то получается наоборот я стал в плане уклона. Просто. Короче, расцепился. Сейчас поеду за дозволом. Ну, здесь все как всегда. Сейчас только эти шланги скину. Поеду за дозволом. Потом сюда вернемся.
Сейчас только заявление заполним. Сейчас здесь на месте заявление заполним по образцу. Поедем, заберем дозвол. Ну а потом, не знаю, приеду, наверное, подцепляться сразу не буду. Кто его знает, сколько тут стоять. В магазин съездить, туда-сюда. Опять расцепляйся. Подцепиться ж недолго. Так, где мои бумаги? Вот мое заявление. Чистенькое. Сейчас я его заполню по образцу. И покатим за дозволом. Поехали. Вообще тут, наверное, надо было бы, переехать, потом стать по-другому. Туда он в конец стоянки. Чтоб солнышко светило в кабину. Оно получается вот так вот будет. И мне все время в спину. Теплее же. Автономочка будет греть. То есть солнышком будет согревать, и автономка-то будет не при делах. Я у пятерки спросил, он говорит, не знаю, у меня дозвол есть. Поехали. Я, может, ошибаюсь. Тут до границы еще километров 3-4. Пешком не пойдешь далеко. Я помню, что я получал перед границей с правой стороны. А потом, возможно, да, переедем, станем немножко по-другому. Использовать естественную энергию, солнечную. Ой, вон опять сколько техники с правой стороны. А вон Маньчжурия светится. Сейчас мы ее посмотрим. Хотя особо мы ничего не увидим. Но вон она. Ну тут сразу разница ощущается, да, когда сюда подъезжаешь. Забайкальск 3 фонарика горит. Ну это я образно говорю, а там все такое яркое. И вон эта матрешка. Видите, да? Плохо, но видите. Кому интересно, найдите у меня видео. Не помню название. Там что-то на сопках Маньчжурии. Ну что-то с Маньчжурией связано. Китай. Может быть, что-то, конечно, и поменялось здесь. Не, вот с левой стороны здесь было СВХ. А дозволы были вон там справа. Здесь еще пост вроде транспортный должен быть какой-то. Дальше.
сейчас вот здесь потом развернемся. Даже не здесь, а сейчас сразу поедем, развернемся. Там машину кинем. Повернем налево, там машину поставим. Вот здесь уже дежурят все дела. ДПС, пограничники. Ну, это вот люди стоят на заезд Китая. Сейчас я вот здесь машину поставлю и пойдем пешочком сходим. В принципе, можно было и не расцепляться, можно было и с прицепом сюда приехать. А там СВХ вон справа. Ну да ладно. Ну, видите, сколько на Китай машин стоит на заезд? Обалдеть! Вот сюда вот, мне кажется, по-моему, мне люди стоят на заезд. Где-то здесь. Сейчас зайдем, спросим. Не здесь. Напротив, сказали. В общем, надо сейчас вот здесь перейти дорогу. Там где-то, где буфет написано. Вот там. Вот здесь. В этом буфете. Здесь дозволы получать. Все. 5 минут делов. Дозвол на руках. Ну, сейчас машину приду, покажу. Можно было и не расцепляться здесь, в принципе. Спокойно и так ехать. Вот сюда вот подъезжаешь, здесь там налево поворачиваешь, становишься. Все, супер. Остается только ждать. Да, вот площадка большая. Свободно можно ехать было с прицепом. На будущее буду знать. Я думал, черт его знает. А вдруг не получится с прицепом заехать. Ладно. Мурзик наш. Мурзик. Так, ну что, резина. Ничего с ней страшного не случилось. После нашего буксования. Еще раз убедился. И отлично. Вот он, китайский дозвол. Разрешение автомобильных. Так. Двусторонние международные автомобильные перевозки. Все. Сейчас нужно будет только сюда еще штампик поставить. Наименование, адрес перевозчика вот здесь вот. Штампик фирмы поставлю. Вот и все. Ну, колейка движется. Пока я тут ходил, так продвинулась. Неплохо так. Поехали обратно. За нашим хвостом. Заскочите, печенюшки закончились. Так-то кушать есть что. А в принципе-то со стоянки ты недалеко и пешочком пройтись. Скажем так, все рядышком. Нечего кататься на машине, надо пешком двигаться надо.
тягачей, машин. Обалдеть. Ну, с Китая пока еще машины не выходят. Но они, я так понял, ну, когда я заезжал, они ночью не работают. Ну, я так понимаю, они и сейчас они ночью, китайцы, не работают. То ли в 10, то ли во сколько, все, закрывается переход. Ночью люди отдыхают. Нечего по ночам работать. Да и днем тоже у них там то кофе пауза, то обед, то еще что-нибудь. Ну, день вот надо. Я тогда с утра поехал заходить пустой и вечером зашел. Выходил дольше. Ну, выходил, потому что оформление на российской таможне занимало много времени. Эх, Маньчжурия. Жалко, что не пускает. С одной стороны жалко, а с другой стороны что-то, ну, не хочется вот это вот стояние, толкание, эти колейки, границы, это все. Хождение по мукам. Туристам надо ехать. В Маньчжурию. Да ну что я здесь, какой машиной куда поеду? Найдем мы здесь магазины пешком сходившие. Сейчас прицеп подцепляю. Оттуда выезжаю. Надо становиться так по солнышку. Чтобы нас солнышко согревало. Что остается? Все, ждать только этого звонка, когда позвонит загонщик. Вот, я думаю, если вот сюда вот стать, то тебе целый день будет солнышко светить в кабину. Ну или вон как джентики стоят. Сюда как-то к дороге-то не очень хочется мордой становиться. Дорог. Андрей Иванович тут постоянно тусуется. Вот туда вот, как не габарит стоит, вот туда вот можно заехать, туда мордой стать, и получится, ты целый день будет светить солнце. Так мы и сделаем. Забираем свой прицеп. Вот он. Поехали туда становиться. Как можно без прицепа ездить? Я не понимаю, куда руль крутить. Каждый раз не понимаю. С прицепом все понятно. Без прицепа нифига не понятно. Оп. Все. Пошли одевать шланги. Цепляемся. Переезжаем. Все.